Лук жарился долго-долго, масло стало ароматным-ароматным, а лук румяным-румяным. А замешанное из пол-литра воды, 1 килограмма муки и 50 грамм растительного масла тесто выстоялось, тесто вылежилось, стало мягким и очень податливым. Тесто здесь больше 1,5 килограмма. На 6 кусков разрежем. Муки подпылить немного и скатать из каждого комка теста ровненькую, кругленькую заготовку, которую начнешь раскатывать скалкой, и она превратится в ровный, очень аккуратный круг. Убрать обратно в пакетик, чтобы не подсыхали. Ну а эту заготовочку начнем раскатывать. Торопиться не надо, слишком много усилий тоже прилагать не надо. Устать еще успеете. Ведь сегодня мы собрались готовить самсу. Да самсу не простую, самсу особенную, слоеную. А вот что будет начинкой для этой самсы, пусть это останется для вас сюрпризом. Думаю, что вот так достаточно. Слишком тонко не надо. Возьмите масло немного. Да-да, именно горячего масла. И прямо на тесто. Некоторые поливают холодным маслом, и в результате тесто потом все равно слипается. Понимаете? А когда масло горячее, оно тесто слегка термически обрабатывает. И это тесто теперь не склеится, так и останется слоями. Сворачиваем в аккуратненький рулетик. Следующий комок теста. И этот листик теста маслом и растереть. Сворачиваем рулетик потолще. Так слой за слоем. 3 листа теста, пожалуй, что хватит. Самса получится из очень тонких слоев и очень-очень хрустящая. Сворачиваем 3-й рулетик. То же самое повторяем с 3 оставшимися сочными. Кто сказал, что вода не имеет вкуса, цвета и запаха? Минеральная вода Тассай даже звучит, как серебряный колокольчик. В каждом стакане воды Тассай отражается синее небо над горными вершинами Тяньшаня, а каждый глоток приносит свежесть и благоухание горных ручьев. Идеально сбалансированная премиум вода Тассай Эмеральд с 2001 года. Тесто готово. Замечательное тесто. Штук на 15, на 20 самсы. А вот начинка у нас будет особая. Впрочем, начинка не будет сюрпризом для тех, кто смотрел нашу прошлую программу, когда мы готовили кю-кю из черемши и зелени. Черемши у меня много. Прислали из Чечни, прислали из Грозного друзья, соратники по работе вот над этой книгой. В Узбекистане, в Киргизии, по всей Средней Азии. Как весна, все готовят манты и самсу с зеленью. Зелень собирают в горах, предгорьях самую разную, самую необыкновенную. Когда я работал над этой книгой, я предложил чеченским друзьям готовить с черемшой манты. А сегодня я хочу приготовить с черемшой самсу. С черемшой и, разумеется, с другой зеленью. Причем часть самсы у меня будет абсолютно постная. Потому что есть друзья, которые сейчас соблюдают пост, православный пост. А часть самсы будет с зеленью, черемшой и сыром. Это наш домашний сыр. Тот сыр, который мы сами готовили. Снимали ролик. Вот здесь дома готовили. Кто пропустил этот ролик, сам себе виноват. Впрочем, я добрый. Ох, я и добрый.
Вот здесь есть QR-код. Вот здесь есть ссылка. Возьмите и посмотрите. Это очень интересно. Сыр готовится на самом деле гораздо проще, чем, скажем, сливочное масло. Обычно, когда черемшу готовят в Чечне, в Ингушетии, там ее приправляют сливочным маслом. А я хочу сегодня предложить приправить и зелень, и черемшу не сливочным маслом, а маслом растительным. Тем маслом, в котором был обжарен лук. Кстати говоря, лук тоже пойдет в начинку. Для сытности и для баланса. Потому что вот здесь у меня довольно много кисленькой зелени. А лук, жареный лук, имеет отчетливый сладкий вкус. Да еще и черемша, пряная черемша. Ох, и оркестр же у нас собирается. Ох, и вкусно же это будет. Вот теперь посмотришь, кажется, не очень много черемши. А на самом-то деле ее был огромный пакет. Сейчас смешаем с луком, смешаем с маслом, смешаем с остальной зеленью. Разумеется, все это непременно надо посолить и поперчить. Да, черный перец будет в самсе очень уместен. Пожалуй, что никакой зиры, пожалуй, что никакого кориандра, никаких других специй. Потому что здесь все и без того очень ароматное. Вот разве что чуть-чуть жгучести для аппетита. Ну, и давай всю зелень. Рулет из теста необходимо нарезать примерно на равные столбики. Грамм по 60, по 70, я думаю, будет очень хорошо. А вот теперь, как станете раскатывать тесто, никакой муки на подпыл. Иначе все слои забьются мукой, и самса получится обычный, а не слоеный. В центр будущей самсы хорошую добрую ложку начинки и складываем треугольник. Перевернули и на противень. Вот эта самса пойдет моему другу, который соблюдает православный пост. Ему сейчас ни мяса, ни молочного, ничего нельзя. А всем остальным, кто здесь присутствует, можно, поэтому я в начинку добавляю наш домашний сыр. Если кто-то не посмотрел, как мы его готовили, может посмотреть на моих каналах в социальных сетях. В том нет ничего сложного. Ни посмотреть, ни такой сыр приготовить. Он полежал несколько дней в холодильнике и стал невероятно вкусным. И вообще все это очень красиво. Изумрудная зелень, прекрасный белый сыр. Ну, держись, самса! Идите сюда поближе. Я хочу показать, как оно все получается. Расплющили заготовку из слоеного теста и раскатываете. Причем надо стараться сделать так, чтобы края листа теста были чуть тоньше, чем середина. Ведь середина-то потом натянется, будет бугорком, она сама по себе станет там тоньше. Хочу, чтобы вы обратили внимание, как заворачивается треугольная самса. Ну, одним краем очень просто. Накинули половинку. Теперь второе бедро треугольничка. И вот этот уголок необходимо слегка подкрутить. Вот буквально на полоборота. Еще раз. И оба уголка подкручиваем. Все, самса никуда не денется. Она под своим весом будет лежать на противне и, разумеется, не развернется. Вот эта самса, та, что с сыром, я ее помечу черным кунжутом.
по чуть-чуть черного кунжута, значит тем, кто постится, нельзя. На самом деле, я с большим уважением отношусь к тем людям, которые соблюдают посты, которые исправно молятся, посещают церкви, либо мечети. Но не все к этому готовы. Рано или поздно все хорошие люди сами туда придут. А нам пока остается лишь с уважением относиться к тем людям, которые соблюдают все традиции. 170 градусов. Минут на 25. Тесто тоненькое, зелень можно и так есть, а лук у нас отлично пожарен. Я говорил вам, что при 170 градусах самса будет выпекаться 25 минут. У меня был расчет на ту самсу, которую смазывают то ли молоком, то ли яичным желтком, и она поэтому румянится очень быстро. Но сейчас пост, смазывать нельзя, поэтому самса румянилась несколько дольше, все 35 минут. Но ничего, зато посмотрите, какая она получилась. Очень ароматная, очень пышная. Надеюсь, что хрустящая снаружи и сочная внутри. Во всяком случае, то, что тесто у нас получилось слоеным ровно так, как надо, можете не сомневаться. Посмотрите, полюбуйтесь на эту самсу поближе. Ну вот и все готово. Мне осталось только пожелать всем крепкого здоровья, всем хорошего настроения и приятного аппетита всем тем, кто постится, соблюдая мусульманский месяц Рамазан, и всем тем, кто постится по православному. Пусть Господь услышит ваши молитвы. Я думаю, что к ним присоединятся и неверующие люди тоже. Приятного аппетита, дорогие друзья! Дорогие друзья, если я что-то и сделал в своей жизни хорошее, то это кулинарные книги, которые я написал. Вот эти две занимали первые места на международных конкурсах, но дело даже не в этом. Когда их даешь кому-либо в руки, люди берут и говорят, дорого стоит, 1008 или 10. То есть люди оценивают их в 3 раза дороже, чем они стоят на самом деле. Но сегодня у меня для вас отличная новость. Скоро наступает летний сезон. Нужно будет готовить что? Шашлык. Для этого есть книжка «Мангал». Те, кто покупает книжку «Мангал» вместе с книгой «Казан», шикарная книга, между прочим, получают абсолютно уникальную книгу о марокканской кухне совершенно бесплатно. Знаете, что такое марокканская кухня? Кто полюбил узбекскую, кто полюбил азербайджанскую, тот полюбит и марокканскую. Потому что это как бы продолжение тех же самых блюд, только с абсолютно другим вкусом. Готовится очень просто. Готовится из тех же самых продуктов, из которых и мы в основном готовим, и с теми же самыми специями, что продаются у нас повсюду. Но получается что-то новое. А кулинария и есть наука о новых блюдах. Итак, «Мангал», книга «Казан», и вы получаете книгу «Таджин Кускус» о марокканской кухне. Совершенно бесплатно. Сама по себе эта книга стоит 3000 рублей. Но это еще не все. Вот здесь у меня есть книжка «Счастье кулинара». Во многом эта книга автобиографическая. Она о моем кулинарном становлении. Что я любил в детстве, что мы с супругой готовили в молодости, что мы любим готовить сейчас. Это книга о нашей семейной кухне. Но, разумеется, моя самая большая любовь – это плов. Итого, книга «Плов» и книга «Счастье кулинара». Кто покупает их вместе,
получает книгу про марокканскую кухню опять бесплатно. Книги можно заказать с автографом. Вот эта книга нынче чемпион по продажам, потому что это самая новая книга, составленная по рецептам, которые вы выбрали. Вы смотрели эти рецепты больше всего в Ютубе, вы их чаще всего лайкали, вы чаще всего подписывали, просмотрев ролики с этими рецептами. 75 уникальных, самых вкусных рецептов вот здесь. Помимо этого, я хотел бы предложить вам очень интересную книгу о чеченской кухне. Эта книга так и называется «Кухня чеченского народа». Шикарный том. Опять-таки, что-то новенькое. Не то, что вы готовите всегда. Хотите развиваться дальше? Хотите узнавать что-то новое? Вот она. Книга о чеченской кухне. Кавказ, что может быть лучше? Лучше может быть только книга о баранине. Книга «Казан-баран» и моя самая первая книга, которая продается уже 17 лет. «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Так любит ее народ, что каждый год приходится допечатывать тиражи. К слову говоря, книга «Таджин Кускус» только кажется маленькой. На самом деле она чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем книга «Казан-мангал». Вот она насколько больше. Вот она насколько шире. Точно такая же по толщине, отпечатанная на роскошной бумаге. Если кто-то захочет купить вот эти две книги, «Казан» и «Плов», разумеется, тому человеку я тоже подарю книгу «Таджин Кускус» совершенно бесплатно. А если кто-то захочет купить 3 книги о чеченской кухне, а так часто бывает, люди покупают сразу несколько книг, а потом просят меня: эту книгу подпиши для Сергея, эту книгу подпиши для Рустама, эту книгу подпиши для Бориса. И все, у этого человека решен вопрос с подарками. Итак, хотите ли вы купить что-то для себя, хотите ли вы купить что-то в подарок друзьям, всегда есть выбор. Одну книгу берете себе, одну книгу другу, третью получаете бесплатно. Заходите в мой магазин stalik.ru. Книги мы знаете, как упаковываем? Во-первых, картонная коробка. Во-вторых, обязательно пузырчатая пленка. И только потом пакетик, в котором вам эту книгу и доставят. Все книги доставляют в идеальном состоянии. Не помятые, не порванные, как это бывает очень часто, к сожалению, в маркетплейсах. Я поэтому и решил, что больше мои книги в маркетплейсах продаваться не будут. Эксклюзивный продавец моих книг – мой магазин, где все под моим контролем – stalik.ru. Ссылка в описании.